Привет! Это «Испытание правдой». Здесь я отвечаю на ваши вопросы, испытывая вас на прочность. Если градус правды будет зашкаливать, у меня всегда есть стоп-слово. Ради бога, Флюгегехаймен. Уверены? Да, прошу вас. Ваше право. Внести Флюгегехаймен. Итак, поехали. Какой полезный совет ты получил от отца? Их было, прямо скажем, немного. Один запомнил с подросткового возраста: расческу, зубную щетку, жену, не доверяй никому. Признаюсь, тогда я ничего не понял, кроме зубной щетки. Потом стал чего-то понимать. Но вообще папа не изобиловал какими-то такими мудростями, чтобы я их прям запомнил. Видимо, время было не то. Я, честно говоря, не знаю, какую бы мудрость я передал детям, чтобы они такую татуировку себе сделали. Так что остановимся на этой версии. От чего ты застрахован? Как и все люди, я ни от чего не застрахован. Возможно, все. Если говорить про какие-то страховые полисы, про вот этих вот продавцов страха, которые что-то мне допродали, наверное, жизнь застрахована, еще что-то, может быть, здоровье. Я не помню. У меня просто в каком-то банковском пакете страховка была автоматическая, так что я особо не вдавался в это. Я в страхование не сильно верю, потому что в детстве пытался получить страховые выплаты, так что травмочка-то есть. И такое противоречивое наблюдение за страховыми компаниями, когда я страховал машины. Чем дороже машина, тем лучше было страховое обслуживание. Удивительно. Сколько у тебя биткоинов? Спрашивают мошенники по телефону. У меня нету биткоинов, отвечаю им я. И это чистая правда. Я, в принципе, криптооптимист, но пока сам не поддался на это влияние. Все еще впереди, верю я в это, ведь я застрахован. Зачем люди едут на Бали? Я думаю, что каждый едет за чем-то своим. Модными стали ретриты. Я ездил, например, чтобы научиться серфить. Лучше бы я ездил на ретриты. Бали прекрасный остров с прекрасной погодой, если приезжать в сезон, когда там прекрасная погода. И вообще, мне кажется, по миру надо путешествовать. И Бали – остров, где стоит побывать определенно. Рекомендую всем. В чем ценность свободы? Я думаю, что люди начинают ценить свободу, когда ее утрачивают. Потому что пока она у тебя как бы есть, ты ее как бы не пользуешься. А вот когда ее начинают зажимать, тут ты и вспоминаешь, как тебе хорошо жилось в 90-е. Прекрасные были годы. Прекрасная была молодость. Не ответил, да? Какой у тебя размер? А вопрос-то без звездочки. Предположим, что это размер одежды и размер обуви. Я думаю, что эмочка. Вероятнее всего. Просто в разной одежде почему-то разная размерная линейка. А у ноги 41, наверное. Захотите дарить ботинки, надо все-таки мерить. Черный или зеленый чай? Я чай очень редко пью, только когда болею. В гостях пью черный чай, а в каких-нибудь кафешках зеленый. Наверное, всему свое место. Ты играешь в гольф? Развлечение для богатых. Если мне зачтется игра в гольф на айфоне, то, конечно же,
играю, а так нет. И даже никогда не пробовал. И даже никогда не хотел. Когда похоронят Ленина? Вот нормальный практический вопрос. Я не знаю. Но многие связывают с этим событием огромные перемены в стране. Многие даже связывают весь негатив, происходящий в стране, с тем, что тело Ленина не похоронено. Даже не знаю, Владимир Ильич, правильно ли мы поступаем? Не знаю. Вопрос от звезды. Какое у вас самое заветное желание? Тут-то можно включить всю свою фантазию и свое желание из всего списка желаний. Обязательно представить приоритетным. Я думаю, что как у любого человека много желаний. Для меня, конечно же, желание быть свободным и оставаться им максимальное количество времени. Понял, нет? На этом сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свой комментарий и не забывайте звонить в колокольчик.